Красота действительно страшная сила. Ее воздействие на жизнь людей и человеческую психику трудно переоценить. Порой шок от столкновения с другими культурами, особенно для натур впечатлительных и хорошо образованных, оказывается не так уж и безобиден. Официально такого заболевания, как парижский синдром, не существует, хотя сам феномен довольно распространен. Термин в 1970 году предложил психиатр Хироаки Ота, описавший случаи психических расстройств у японских туристов во время визита в Париж, сопровождавшиеся головной болью, депрессией и галлюцинациями. Иногда даже агрессией по отношению к французам и попытками суицида. Причину ученые видят в несоответствии реалий французской столицы, с которыми сталкиваются японцы, и того гламурного представления о Париже, который существует в японской культуре. Так, японские женщины, которые приезжают в город любви, рассчитывают встретить во французских мужчинах идеал утонченности, ожидают нежность и шампанское в постель. Первый же нахамивший официант, проявивший невнимательность мужчина или назойливый прохожий, все это может вызвать у предельно вежливых и привыкших к уважительному обращению японцев психологический шок. Кроме того, французы довольно экспрессивны, а в японцах с детства культивируется эмоциональная сдержанность. Они не привыкли высказывать свое мнение вслух по любому поводу, как это делают французы. Если к этому добавить грязь на улицах, вечные забастовки, опоздавшие такси, поломки в метро. Все. Впору делать харакири, японская психика не выдерживает. Идеальный город на поверку оказывается вовсе не идеальным, но чувствительными к этому диссонансу являются почти исключительно одни японцы. Ежегодно примерно 20 граждан страны восходящего солнца впадают в острое бредовое состояние и разного рода психические расстройства. Те же китайцы, например, более толстокожи и парижским синдромом не страдают, от поломки метро и грубости официанта в обморок не падают. Возможно, это происходит потому, что китайцы во Франции, можно сказать, свои. В 13-м округе Парижа находится самый большой Чайна-таун Европы, а итальянский историк Анджело Паратико даже выдвинул версию, что портрет Моны Лизы писался со служанки китайского происхождения. Более того, он утверждает, что она могла быть матерью Леонардо да Винчи. Даже если это был всего лишь хитроумный маркетинговый ход, он возымел действие. До коронавируса Париж посещало около 1,7 миллиона жителей Поднебесной, которые тратили в среднем по 11 тысячам евро за поездку. Самыми большими в мире ценителями и потребителями французской красоты являются именно китайцы. На них приходится 40% покупок предметов роскоши во Франции. Если уж Мону Лизу и да Винчи кто-то считает китайцами, то отсюда один шаг до китайского Парижа. Причем в самом прямом, а не маркетинговом смысле. В 2007 году в Тяньдучэн, пригороде Гуанчжоу, построили точную копию исторического Парижа. За 474 миллиона евро. Китайцы воссоздали один в один не только Эйфелеву башню и Триумфальную арку, но целые дома, перекрестки и кварталы французской столицы. Эти кварталы жилые. В них на постоянной основе живут и работают 30 тысяч китайских парижан. Поскольку китайское культурное сознание до сих пор с большим трудом привыкает отличать копию от оригинала, тяньдученский Париж пользуется у китайцев почти такой же популярностью, как и настоящий. Если фото молодоженов возле настоящей Эйфелевой башни и ее абсолютной копии ничем не отличается, то зачем платить больше? Впрочем, подобного рода тягу китайцев жить в копиях европейских столиц власти КНР в последнее время признали непатриотичной и несоответствующей духу социалистического строительства. Поэтому теперь мы вряд ли увидим китайскую Флоренцию, Рим или Вену, хотя, возможно, это и к лучшему. Однако не только азиатские народы при контакте с европейской культурой сходят с ума, существуют и обратные примеры. Мифам об идеальном Париже вполне подстать мифы об идеалах восточной духовности.
В частности, речь идет о так называемом индийском синдроме, которому подвержены многие американцы и европейцы, посещающие духовные центры Дели, Ришикеша, Непала и другие. В своей книге «Помешанные на Индии» психиатр Режи Эра приводит множество примеров, когда представители белой культуры в процессе духовных практик начинают воображать себя бодхисаттвами, просветленными существами, наделенными сверхспособностями, например, левитацией или экстрасенсорными возможностями. В результате некоторые из них не только попадают в психлечебницы, но и кончают самоубийством или числятся без вести пропавшими. В год регистрируется до 100 случаев индийского синдрома, и у большинства его жертв психика, как правило, изначально была вполне здоровой. Существует два объяснения этих трагедий. Традиционные христианские конфессии утверждают, что индуизм – демоническая религия, и ее практики приводят христиан прямо в объятия демонов, которые губят их тела и души. Специалисты по социальной психологии говорят о конфликте культур, с которым справиться может далеко не любая психика. Впрочем, и добрый христианин не застрахован от психоза, который нередко возникает у туристов в столице Израиля. Название «Иерусалимский синдром» в конце 90-х, начале 2000-х годов ему дал главврач психиатрической лечебницы Кфар Шауль. В эти годы он зафиксировал всплеск болезни, впервые описанной еще в Средневековье немецким монахом Феликсом Фабером. Люди с Иерусалимским синдромом становятся одержимыми страстью к постоянным омовениям, заворачиванию в импровизированные тоги, например, сделанные из гостиничных простыней, а также произнесению уличных проповедей. Эти люди считают себя Иоанном Крестителем, Девой Марией, Павлом или другими апостолами. Описан случай, когда американский легкоатлет идентифицировал себя с библейским богатырем Самсоном и пытался сдвинуть с места камни в стене плача. По непонятным науке причинам большинство подобных расстройств происходит с постояльцами исторической гостиницы Пеетра в Старом городе. Флорентийский синдром – самое кинематографичное и литературное из всех психических расстройств, вызванных столкновением с другой культурой. Впервые зрителям о нем поведала детективная драма «Ночь генералов», где главную роль сыграл легендарный Питер О'Тул. Далее был детективный триллер «Синдром Стендаля», снятый в 1996 году по роману итальянского психиатра Грациэллы Магерини. Последний по времени фильм, где показано одно из проявлений этого синдрома, оскароносная «Великая красота» Паоло Соррентино 2013 года. Картина начинается с того, что, увидев фонтан Аква Паоло на холме Яникул, турист падает без сознания. Вышеупомянутая Магерини, возглавлявшая в 1979 году отделение психиатрии в больнице Санта-Мария-Нуова во Флоренции, описала в книге «Синдром Стендаля» более 100 случаев психического расстройства, вызванного культурным шоком. После посещения флорентийских соборов и галерей туристы страдали нарушением сердечного ритма, потерей сознания, галлюцинациями, деперсонализацией, изменением в восприятии звуков и цветов, чувством преследования или вины. Чаще всего синдром одолевал туристов, побывавших в галерее Уффици, поэтому он получил еще и второе название «Синдром Флоренции», хотя нечто похожее наблюдается и в других итальянских городах, например, в Равенне, но первое описание явления действительно принадлежит французскому писателю Стендалю, который в 1817 году, выходя из флорентийской базилики Санта-Кроче, ощутил на себе все признаки синдрома. Возможно, Стендаль был хоть и первым, но не единственным великим литератором, подверженным гиперкультуремии. В 2005 году нейрохирург Эдсон Амансио опубликовал статью, где доказывал, что Федор Достоевский страдал синдромом Стендаля при просмотре шедевра Ганса Гальбейна «Мертвый Христос в гробу» во время своего посещения музея в Базеле. Впечатления от этой картины подробно описаны в его романе «Идиот».
Итальянские власти сегодня очень серьезно относятся к изучению этого синдрома, особенно после того, как интоксикация концентратом красоты привела к актам вандализма. Установлено, что в зоне повышенного риска оказываются одинокие мужчины и женщины в возрасте от 26 до 40 лет с хорошим гуманитарным образованием. Однако среди них нет итальянцев, которые привыкли веками жить в окружении вечной красоты и у которых выработался иммунитет. Не действует она и на американцев с азиатами, они попросту не считывают ее культурный контекст. Красота вдохновляет, но иногда она может разрушать. Париж, Индия, Флоренция – города мечты, которые в определенных обстоятельствах становятся испытанием для разума. А теперь вопрос к вам. Сталкивались ли вы в путешествиях с моментами, когда слишком сильные впечатления оказывались не радостью, а стрессом? Напишите об этом в комментариях. Ваша история может стать темой для нового видео. Если вам было интересно, поставьте лайк. Это помогает продвигать видео и мотивирует нас на новые исследования. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски о психологии, культуре, неизвестной истории. А если у вас есть друзья, которые мечтают о Париже или Индии, отправьте им это видео. Пусть будут готовы к обратной стороне красоты.